Всем привет, меня зовут Шелехан Аскар, я ученик 10 И-класса. И вы знаете, что есть один наркотик, от которого зависим практически все, включая меня с вами. Из этой иглы очень сложно слезть, потому что оно тихо подкрадывается и разрушает вашу жизнь. Ну, даже если вы попробуете решить ее, без советов, тогда это обернется не очень плохо, не очень хорошо, точнее. Я говорю о проблеме 21 века, об информационной игле. Для многих отдых это не медитация или прогулка по парку, а только посидеть в телефоне. То есть это может быть TikTok или Instagram, неважно, любая соцсеть. И люди думают, что это нормально, хотя TikTok абсолютно не предназначен для образования, допустим, да. То есть люди просто смотрят информацию, которая абсолютно не будет нужна им в будущем, что на самом деле очень плохо. И на самом деле эта проблема решается не за день или за неделю. Это очень большая проблема, она так укоренилась в нашей жизни, потому что мы абсолютно с рождения, допустим, уже смотрим телефоны, YouTube и так далее. И я попытаюсь не именно обозначить проблему, а именно дать ее решение. По закону Киллина, чтобы обозначить проблему, это уже 50% ее решения. И то есть сейчас 50%, которые оставшиеся, я пытаюсь вам сказать. И первое решение – это уделять больше времени хобби. Я думаю, у каждого из вас есть хобби, допустим, не знаю, это может быть чтение книг. Чтение книг, мне кажется, самое эффективное в данном случае хобби, потому что вы также получаете информацию, но только вы эту информацию уже, она как-то более направлена, и вы это гораздо полезнее причем. Мне кажется, второе, это, допустим, просто прогулка. По парку, не знаю. А вот Альберт Эйнштейн как делал? Он просто гулял по улице по 15 минут в день, даже больше. И он сам говорил, это то, что очень сильно ему помогает. Допустим, у него же хорошее пространственное мышление. Он решал задачи разные и так далее, пока гулял. И это говорил, что это очень важный мотиватор. Второе решение – это сортировать информацию. Я думаю, никто не сортирует информацию, которую получает. То есть, просто листайте, думаете, алгоритмы сами решат, интересна она или нет. Но на самом деле сортировка информации супер важна. Допустим, если вы хотите добиться какой-то цели, которой уже давно вы хотели добиться, допустим, не знаю, это изучение английского, какое-то усвоение нового хобби или что-то еще другое, вы просто сортируете информацию, то есть смотрите видеоролики, вы используете соцсети не для того, чтобы просто сидеть с ней, а для того, чтобы полезнее ее использовать. То есть, если вас интересует реально изучение английского, не знаю, любого другого языка, допустим, казахского языка, русского языка, просто смотрите видеоролики на эту тему. Это очень легко, так как есть еще в YouTube опция, даже в ТикТоке, не интересует, вы просто нажимаете и скипаете ролик дальше. И третье решение, мне кажется, оно самое, как по мне, оно самое эффективное, потому что, допустим, начнем с эксперимента, да? Был эксперимент с крысами, и крысам дали два вида воды. Первый вид воды – это вода с наркотиками, а второй вид воды – это просто обычная вода. После этого, неудивительно то, что крысы начали пить воду с наркотиками, и вскоре все умерли, и повторили эксперимент второй раз. Так как ученых не удовлетворил этот результат. И на этот раз они что сделали? Они просто увеличили вольер, они сделали лучшие их условия, они добавили развлечения для крыс, и еще они добавили просто обычную зеленую траву под лапками. И что удивительно, крысы перестали пить воду с наркотиками, они все до единой начали пить обычную воду. И здесь мораль не про наркотики, а здесь мораль про то, что вам стоит реально поработать над жизнью, решить все проблемы. На самом деле звучит просто, на самом деле это супер сложно. Я как говорил, это займет вам не один день, не неделю, возможно даже займет год, даже больше. И делая выводы, я хотел сказать, что даже если вы не страдаете от этой зависимости, да, вполне возможно того, что вы столкнетесь с ней, потому что сейчас век технологического бума. То есть даже сейчас придумали, не знаю, искусственный интеллект, гаджеты разные есть, видели количество их. По-любому столкнетесь с ней. И вот как раз мои решения тогда, возможно, вам пригодятся. То есть, как говорил Неф, это американский журналист, каждая проблема имеет свое решение. И самое сложное в этой части – это ее просто найти. Пользуйтесь моими советами. Спасибо вам за внимание.